Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание гороскопу на эту неделю с 16 по 22 мая. Поговорим о том, кому из знаков, друзья, зодиака достаточно крупно повезет. Повезет в деньгах, в работе, в отношениях и так далее. Информации очень много, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, кому на этой неделе повезет? И первый знак зодиака в этом списке, друзья, Водолеи. Обращаем внимание, уважаемые Водолеи, что эта неделя с 16 мая по 22 мая пройдет довольно неплохо. Но основное влияние, уважаемые Водолеи, на вас окажут ваши близкие. Здесь очень важно понимать, уважаемые Водолеи, что около вас есть люди, которых вы можете многому научиться. Поэтому, если вы об этом осознанно, интуитивно понимаете, обязательно обратитесь на этой неделе. Также, уважаемые Водолеи, на этой неделе вы будете везде и всюду стараться отстаивать свою собственную независимость, взгляды, принципы. И очень важно, уважаемые Водолеи, чтобы именно в этот период, с 16 по 22 мая, вы пришли к равновесию. Не нужно никаких проявлять деструктивных энергий, уважаемые Водолеи, потому что ни к чему хорошему это просто не приведет. А благоприятные дни на этой неделе, друзья, уважаемые Водолеи, для вас 19 мая. Так что, если вы что-то планировали, 19 мая везение в этот день будет с вами на самом высоком уровне. Следующий знак зодиака, друзья, это Лев. Уважаемые львы, на этой неделе уделите внимание своей самореализации. И перед вами стоит достаточно крупная задача, которую вы должны решить на этой неделе с 16 по 22 мая. Расширить свои профессиональные знания и навыки. Поэтому постарайтесь принять на этой неделе участие в семинарах, в тренингах, по возможности скачайте какие-то курсы, в общем, занимайтесь самообразованием. А вот для поднятия своего тонуса, уважаемые львы, вам поможет бассейн, сауна или хамам. К сожалению, уважаемые львы, на этой неделе каких-либо благоприятных дней нет, но помните о том, что на этой неделе вам лучше всего принимать какие-либо решения, которые будут направлены на ваше будущее. Это касательно знаний, информации. Вот в этой сфере, уважаемые львы, работайте на этой неделе. Далее весы. Вы знаете, уважаемые весы, а у вас эта неделя будет наполнена событиями. Возможно, для вас это будут какие-то такие небольшие события, но очень важные. И чем спокойнее будет ваш жизненный стиль, тем лучше. Помните, уважаемые весы, рисковать сейчас никак нельзя. Поэтому посвятите время изучению самого себя, дойдите до самого дна. Также постарайтесь в это время убрать все лишнее, и тогда вы действительно, уважаемые весы, сможете обрести новый потенциал. Вы увидите вот те возможности, которые вы до этого не были. Также, уважаемые весы, постарайтесь на этой неделе снять розовые очки. Это связано с вашей работой и с вашей личной жизнью, потому что на работе, к сожалению, ваши коллеги готовы вам залезть на голову, но только чтобы вы все решили к ней вопросы, а в личной жизни перестаньте кредитовать своего любимого человека или давать деньги безоговорочно. Ну, а, уважаемые весы, благоприятные дни на этой неделе 19 и 20 мая. Уважаемые, далее у нас с вами Овен. Уважаемые Овны, на этой неделе вам придется заняться тем, что вы уже делали в прошлом. Очень важно, чтобы сегодня вы уделили внимание своей семье, своему дому, потому что от этого, насколько хорошо вам удастся создать надежный тыл, и зависит то, будет ли ваша семья процветать в будущем. Поэтому, уважаемые Овны, вот именно эта неделя, благодаря этой неделе, как вы заложите фундамент, так в ближайшие 1,5 месяца вы сможете получить результат. Ну а благоприятные дни на этой неделе для Овна 19 мая.
Далее телец, уважаемые тельцы, если вы занимаетесь бизнесом, то есть вы предприниматель, вы бизнесмен, очень крайне будьте осторожны. Также не заводите новых деловых партнеров и ни в коем случае не совершайте никакие рискованные сделки. Также не стоит брать кредиты. Если вы уже кому-то должны, уважаемые тельцы, то от вас могут потребовать возврата кредита, при этом или долга, при этом в категоричной форме. Ну а благоприятные дни для тельца на этой неделе будут 17, 18 и 21 мая. Далее у нас с вами рак. Уважаемые раки, вам на этой неделе нужно постараться не заниматься новыми проектами. Старайтесь наоборот завершать все старое, которые давно ждут своей очереди. Потому что вы должны понимать, что вы сейчас решите заниматься новыми проектами, поставите перед собой новые задачи, вы с ними ничего не сделаете, потому что то, что вы не завершили, вас будут постоянно тормозить. Также сейчас очень важно, чтобы, уважаемые раки, чтобы вы освобождали пространство для нового. Но нужно еще некоторое время, чтобы именно вот это новое вошло в вашу жизнь. Уважаемые раки, благоприятные для вас дни будут 18 и 21 мая. Далее, друзья, близнецы. Уважаемые близнецы, на этой неделе любые быстрые и импульсивные решения не приветствуются звездами. Поэтому, если вы решили что-либо совершать, делать, важно, хорошо, чтобы вы все взвесили за и против. И только пройдя определенное время, вы поймете, для чего вам это было нужно. Поэтому, уважаемые близнецы, постарайтесь набраться терпения. И обращаем ваше внимание, что и близнецы, вот эта неделя, вы сейчас вот заложите фундамент на июнь этого года. Поэтому постарайтесь, набирайтесь терпения, и тогда июнь поможет вам следовать вашим желаниям и воплощать даже ваши мечты в реальность. Но, уважаемые близнецы, благоприятный день на этой неделе для вас 20 мая. Далее стрелец. Уважаемые стрельцы, первый вопрос, который на этой неделе для вас будет очень важным, это касается денег, финансов. Обращаем внимание, что ситуация будет нейтральной, но при условии, что вы не будете ни брать, ни давать деньги в долг, начинать проект или совершать слишком какие-то ощутимые траты. Уважаемые стрельцы, вам сейчас категорически нельзя заниматься любыми операциями, которые предполагают финансовые риски. Обратите внимание, уважаемые стрельцы. Ну а благоприятные дни на этой неделе 18 мая для стрельца. Далее скорпион. Уважаемые наши скорпионы, вы можете охарактеризовать эту ситуацию как плановый спад в карьерном росте и в профессиональной деятельности. Вы можете почувствовать, что дело, которым вы занимаетесь, при этом уже не несколько даже дней или месяцев, а лет вам поднадоело. Поэтому пришло время залечь на дно. Поэтому на этой неделе просто вот идете по течению, и все. Надо сделать задачи, делаете, выполняйте. А вот благоприятные дни у скорпионов на этой неделе будут достаточно много. Это 17, это 18 и это 21 мая. Далее, друзья, у нас Дева. Уважаемая Дева, если у вас сейчас в семейной жизни какие-то проблемы, то постарайтесь именно семье и уделите особое внимание. К сожалению, на этой неделе вы увидите и недостатки своего партнера, поэтому в какой-то степени для вас это будет тяжелое время для того, чтобы распутывать кармические узлы. А вы знаете, что когда мы распутываем, занимаемся нашей кармой, это все-таки болезненно. Также обращаем ваше внимание, уважаемая Дева, что благоприятных дней на этой неделе у вас нет. Далее Козерог. Уважаемые наши Козероги, обращаем ваше внимание, что на этой неделе самый, наверное,
тяжелые трудности, которые будут возникать, это будут возникать в сфере финансов. Поэтому проявляйте чрезмерную активность, и амбиции сейчас достаточно опасны. Постарайтесь, наоборот, уйти в тень. Это убережет вас от каких-либо неприятных ситуаций. Также не забудьте уделить внимание своему здоровью. Даже если вы уверены, что у вас все хорошо, есть время, подойдите к терапевту и узнаете, как ваше состояние здоровья. Возможно, нужно сдать какие-то анализы и так далее. Ну а благоприятные дни у козерогов на этой неделе 18 и 21 мая. Далее рыбы, уважаемые рыбы, на этой неделе для вас очень ярко будет выражен именно кризис в отношениях. При этом, чем сильнее вы будете держаться за собственные позиции и желание показать, что вы командир, что вы лидер, тем болезненнее для вас будут происходить происходящие события. Ну а благоприятные дни для рыб на этой неделе 17, 18 и 21 мая. Друзья, вот такой вот небольшой гороскопчик для всех знаков зодиака с 16 по 22 мая. Обратите внимание на эти моменты, и тогда эта неделя пройдет для вас успешно и благополучно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Также, друзья, у нас есть телеграм-канал, заходите на наш телеграм-канал, ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео, а прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интересно и полезно, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всем прекрасной недели, услышимся уже в следующем видео.